Привет, привет! Мы сегодня со Степаном решили замахнуться на Вильяма нашего Шекспира от поп-исполнительства, от поп-музыки на Майкла Джексона. Вопросов просто миллион. Я даже не составляла список, потому что просто вот по хронологии пойдем. И что за человек, и что за детские травмы, и отношения с людьми, и как он докатился до жизни такой, и взаимоотношения с детьми, с этими несчастными. И даже есть сомнения о том, что он умер. И говорят, что он уехал на какой-то остров и живет там сейчас себе припеваючи. В общем, все будем выяснять. Я боюсь, что этот расклад будет несколько затянут. Предлагаю ставить его на убыстрение скорости. И я буду очень сильно приветствовать ваши комментарии и вопросы. Если я вдруг какую-то тему упущу, давайте доложим в шорцах. Я надеюсь, Степан не скуксится у нас за все это время, как-то он уже дымиться начинает. Давайте посмотрим. Майкл Джексон. Прям вот все, что в голову приходит, будем спрашивать, что за человек такой был, я буду предполагать, пока мы не дошли до вопросов о конспирологии. Тут я не буду скрывать, что у меня есть некоторая информация о его жизни. Я, конечно же, читала и биографию, и интервью смотрела, и людей, с которыми он был знаком. Что-то мы про него знаем. Здесь по этим картам я вижу, что это человек из большой семьи, движущая сила этой семьи, самая активная часть этой семьи. Вообще у него было представление о том, что семья – это самое главное, что было бы здорово, если бы вокруг тебя окружали бы тебя любящие, внимательные, самые близкие твои люди. То есть он вот этот круг себе очертить хотел. У него была какая-то, наверное, фантазия, мечта на эту тему. Сам он был достаточно решительный, активный, жезловый рыцарь, добрый. Я не думаю, что он тут с какой-то агрессией пробивал себе путь. Вообще на общение, на какое-то создание вокруг себя комфортной обстановки, такой, знаете, нематериальной, не то чтобы там было тепло и вкусно, а вот какой-то душевной такой обстановки, чтобы было какое-то такое скорлупка, в которой вот птенчику будет комфортно, уютно и замечательно. Хотелось бы вот этого кольца рук, добрых, теплых, которые поддерживали бы тебя по жизни. При этом достаточно решительные, активные, с мыслями, с фантазиями, с желанием себя проявить всячески. Потому что для него не новостью было то, что он делает. Не случайно он это делал. Не то, что неужели как так у меня получилось, я даже и не знал, что я так умею. Знал прекрасно. Было что выразить, была какая-то внутренняя суть, которая вот нет-нет, да и просачивалась наружу. Хорошо, что это в детском возрасте заметили. Какие сильные активные стороны помогали ему в жизни вообще в целом? Трудоголик, работоспособный. Видел процесс целиком, я думаю. Здесь не просто сесть и начинать делать то, что тебе сказали, пилить эти пентакли, да, раз за разом какой-то конвейер из этого устроить. А я думаю, что он знал весь процесс целиком, знал, как это работает, чтобы создать вот эту вот такую хорошо работающую, отлаженную машину. И он работал, он делал все для того, чтобы получилось вот в этот конвейер выйти. Не то, чтобы это материальной стороны касалось, потому что двойка монет – это самая маленькая карта про монеты. Вроде как приходилось, наверное, или какое-то направление, что ли, было в ту сторону, что этим можно, конечно, заработать денег, но больше хочется работать и проявлять себя. Если это принесет денег, то замечательно. Если нет, то хочется выразиться. И вот эта вот двойка монет – это постоянное балансирование между тем, заработает этот проект, или я просто хочу его сделать, потому что он во мне выпирает наружу, и я не могу его больше внутри себя держать. Наверное, бывали моменты в жизни, когда приходилось делать что-то только ради денег. Может быть, оно ему не сильно нравилось, может быть, оно шло вразрез с его какими-то идеальными картинками, но кое-где нужно было и зарабатывать тоже. Я подозреваю, что не только для себя он это делал, у него и семья большая,
И вообще у него какой-то груз ответственности все время был, поэтому, может быть, приходилось как раз внутри себя балансировать между необходимостью зарабатывать и чем-то более возвышенным. Какие отрицательные черты характера или тяжелые черты характера мешали ему? Ну вот он был эмоциональный очень, очень влюбчивый, очень такой даже наивный кое-где. Наверное, эмоциональная составляющая как раз тяжело давалась. Наверное, тяжело было зарабатывать деньги там, где ты делал что-то, что тебе совсем не хотелось и не нравилось. Опять же, в отрицательных чертах две карты кубков, не самые последние, говорят о том, что он мог быть импульсивным, таким, знаете, капризным, детским. То есть вот это вот детство, когда вот топнул ножкой, капризничал, там, я не буду, я не хочу. Почему не будешь? Я не хочу. Там нету логики, там нету объяснения, там нету того, что давайте подождем немножко, потом это будет более целесообразно. Нет, вот просто вот, ну вот не хочу. А этим я заниматься сейчас хочу. А сейчас я хочу сладкую вату и покататься на кораблике. И вот вынь да положь, это такая немножко, ну, почему немножко, очень сильно детская, наивная, инфантильная позиция с очень большим количеством выплескивания эмоций разнообразных, моментально, мгновенно, может быть, не вовремя, а может быть, не каждая эта эмоция была замечательная. То есть он мог как ярко проявлять свою радость, удовольствие и выливаться вот в этот детский коллектив, где у них непосредственные эмоции прямо сразу проявлены. Если тебе нравится, то ты очень сильно этому радуешься, очень сильно веселишься и очень сильно улыбаешься или смеешься, как тут же можно было впасть в какую-то достаточно глубокую яму каких-то отрицательных эмоций, потому что тоже это не сдерживалось, потому что этого было много, и потому что он не умел, наверное, это контролировать. Давайте посмотрим его страх. Я вот так смотрю, его страх. Колода у меня, конечно, большая, но у меня есть подозрение, что ответить на все вопросы, которые я хочу ей задать, ей сил не хватит. Поэтому я после каждого такого маленького промежуточного расклада карты буду собирать. Заодно будет очень интересно посмотреть, если они будут повторяться, значит, наверное, они что-то важное значили в жизни Майкла. Буду собирать каждый раз эту колоду заново и смотреть, что карты хотят сказать. Так вот, давайте посмотрим, что он боялся, какой у него был страх, что вот внутри его прямо гложило и двигало, наверное. Страхи обычно мотивируют и двигают, толкают вперед, как страх там смерти, например, очень сильно хочется выжить и уже как угодно сучишь лапками, лишь бы не случилось чего-то страшного. Чего боялся? Сильно боялся. Ой, две. Ничего себе. Это вообще всю жизнь так было интересно или в жизни потом? Смотрите, в свете того, что они из самых низов поднялись, да, сильно бедная была семья и сильно давили на него именно с материальной точки зрения, что раз у тебя хорошо получается, то ты прям всех должен обеспечивать. Самый большой страх у него про то, что у него эта обеспеченность куда-то кончится. Под конец жизни даже говорили, что вообще зачем ты, Майкл Джексон, у которого, наверное, миллиарды, просто миллиардов, и все половина денег мира, да, вторая там пополам у Маска с Безосом, а первая половина-то у Майкла Джексона, у него полно типа денег. Зачем ты устраиваешь этот тур, зачем ты себя мучаешь, зачем ты опять начинаешь вот это вот что? Другие люди говорили, что денег-то у него как раз и не было, как раз он пошел там чуть ли не по миру с долгами, с глубочайшими, и что тур он этот устроил как раз для того, чтобы поправить свое финансовое состояние. Вот именно в финансах вопрос и был. Кажется, что, может быть, это последние его страхи, какие-то самые главные, потому что жил-жил, он творил-творил, как-то оно само ему денег приносило, роялти, опять же, отсчитываются постоянно, то есть как будто бы приток денег не иссякал каждый раз. Но вот в конце сложилось ощущение, что и без денег все развалится, и уже разваливается, из рук просто выпадает. И вот это вот удовольствие, вот это полноценность какая-то, состояние того, что тебя все удовлетворяет, тебе всего достаточно, тебе всего хватает, заканчивалось. Очень сильно пугало состояние того, что ты без денег просто пропадешь. По башне, опять же, это запросто могло бы быть банкротство какой-нибудь. То есть если его начинали пугать, если вдруг он... Я думаю, что по своей наивности он не очень сильно финансовым гением был, наверное, где-то кому-то доверял, наверное, где-то
не очень внимательно следил за тем, как деньги приходят и уходят. В какой-то момент, когда ему сказали, что ты на грани банкротства, он так максимально удивился и максимально испугался, потому что это меняет в корне вообще весь свой образ жизни и все твое существование. Это, наверное, было очень страшно. Такой достаточно простой, банальный страх, но очень сильный. Чего скрывал от всех, что было самой большой тайной его. Мамочки. Я здесь ориентацию подозреваю. Если по повешенному императору сначала сложилось впечатление о направленности на мужчин, то по императрице с шутом и с шестеркой мечей, потом уходом из этого состояния, есть подозрение, что он вроде как не под конец сам не определился. Как будто бы у него были возможности и те, и казалось ему, наверное, в какой-то момент, что он такой и не такой особенный весь, и не такой, как все, потому что у него ориентация на императоров, потому что ему это нравится, потому что у него это хорошо получается. Но дальше потом складывается впечатление, что императрицы в жизни тоже были. Или, может быть, мечты об императрице тоже были. И хотел попробовать, и даже пробовал по шуту. Но не складывалось, разламывалось, уходил он из этих отношений. Потому что все отношения, которые случались в его жизни, вот каким-то образом появлялись, кто-то их давал. Это не была его инициатива, он этих людей вообще не выбирал никогда. Это как-то внезапно, интенсивно, активно, из подачи какого-то другого, более, как сказать, авторитетного для него человека ему предлагалось. Какое-то даже психологическое насилие мне здесь видится, что-то я как-то в какие-то дебри я ушла, как будто бы понять не мог, что ему самому нравится, никогда не проявлял инициативы, никогда не начинал первый, никогда. Заходишь в комнату, смотришь, стоит красивая девушка, красивый парень, ты даже не можешь определить, кто тебе больше нравится, в какую сторону тебе двинуться, потому что как все равно своего собственного мнения никогда не было. И вот тебе скажут, что типа пойди пообщайся с девушкой, она тебе очень сильно подходит. Ты идешь общаться с девушкой, вроде как, ну, пробуешь, начинаешь, но с девушками как-то не сильно складывалось. Мы потом дальше еще посмотрим. Было у него несколько ярких романов с девушками, как-то не сильно радужно они все заканчивались. Хотя, так сказать, разговоров очень много об этом было, и ярко это было представлено. Если вдруг ему предлагалось пообщаться с мужчиной, ну, вроде тоже не вызывало у него никакого отторжения, потому что все те мужчины, которые ему предлагались, были зачем-то ему нужны, были какие-то более авторитетные, да, по императору, они были какие-то более нужные, они могли помочь. Отторжения никакого это у него не вызывало, да, это нужный, полезный, интересный в моей жизни мужчина, почему бы мне с ним не пообщаться, тем более, если это надо, тем более, если вот кто-то сказал, что это нужно делать. Какой-то прямо инициативы у человека не было совсем. Это такой большой был страх, что он совсем не тайна, да, страхи у нас вот здесь, это тайна, это секрет был такой, что он не инициатор, что все эти отношения романтические, так скажем, они случались не по его инициативе и не по его желанию. Он вообще очень по рыцарю кубков и королю кубков, да, немножечко инфантильный, очень сильно эмоциональный человек. Мог бы кидаться на людей просто с точки зрения вот этот нравится, этот не нравится, здесь хочу общаться, здесь не хочу общаться. А на самом деле не так это все происходило. И это, видите, секрет. Оказывается, были какие-то более важные люди, или больше ответственности к этому надо было, если эти отношения, например, были необходимы. Нужно было общаться именно с этими людьми. Как, например, была история с Лизой Мари, потому что говорили, что время подходит, надо жениться, пора бы уже детей, и вроде как вот под этой гнетом этой необходимости ты начинаешь общаться, может быть, вообще ему даже сказали, с кем надо общаться. Вон, иди посмотри, она дочка или кто там она, внучка
Элвиса Пресли, и тебе очень подходит. Ну и он, хочу не хочу, пошел. Ох, ох, вообще. Давайте посмотрим, какой он был на самом деле и каким он казался всем тем людям, которые его окружали. Или, может быть, даже нам, которые на него смотрели издалека, через телевизор, слушали про него через интервью, через статьи разные, книги о нем писали, какой он был и каким казался. Ну что, вот здесь мне видится человек нерешительный. Мечи – это у нас логика, мысли, какие-то решения, какие-то даже планы такие более сформированные, чем по жезлам, например, да, у человека есть какие-то желания, он спешит их исполнять. Или не спешит, или планирует как-то исполнять, но это какая-то такая огненная энергия, желание, движуха какая-то, какая-то активность, какое-то общение с людьми. По мечам это все очень холодно. Это мысли, рационализм какой-то. Четверка мечей – это человек, который лежит и планирует. Ничего не делает, никаких планов. Ну, то есть планы, может быть, есть, может быть, они вот сейчас в процессе формирования. То есть пока у него нет вот этого импульса встать и начать делать. То есть это какая-то нерешительность, какая-то нелогичность, какая-то непродуманность, еще состояние того, что потом когда-нибудь из тебя вырастет кто-то умный, логичный и рациональный, а пока этого нет. Возможно, это связано с каким-то... Ну вот да, вот не было решительности, не было твердости, не было, что ли, возможности или, как сказать, способности отстоять свою точку зрения, например, что-то четко решить так кулаком по столу, дескать, я так хочу и будет так, и вообще и по головам куда-то пойти ради достижения своей цели. Этого всего не было. Что было на самом деле? Ну вот он был один. Он был один такой. Он был очень сосредоточенный, он был профессиональный, он, конечно же, очень хорошо разбирался, он, конечно, был единственный в своем роде. Он, разумеется, очень много времени потратил на то, чтобы стать таким. Но он был один, он этим занимался один, он уходил вглубь себя и там искал или ресурсы, или способности, возможности это все дело реализовать. Грустное такое, одинокое состояние, когда, может быть, пустоту вокруг себя как раз и хочется заполнить работой, каким-то созиданием, каким-то выражением себя в творчестве. В отшельнике творчества, наверное, нету, больше образования, больше самообразования, больше самопознания. То есть вот он такой был, да, уходил в себя, да, тратил это время на пользу, да, у него получалось чему-то научиться, он был очень большой профессионал, он очень много чего знал, и каждый аспект своей деятельности, он в этом разбирался, участвовал, везде совал свой нос, везде давал советы, потому что все это знал досконально до мелочей, каждый вот винтик в этой большой машине, которая работала, он во всем этом разбирался. Но это вот одиночество же, грусть какая-то, да, отрешенность какая-то от внешнего мира, как будто бы даже желание, может быть, как-то отгородиться, уйти от всех. Именно эмоциональное, именно такое по общению, по социальности, по какой-то. Пока так видится, немножечко грустно. Собираем. Замешиваем обратно в колоду. И идем по хронологии. Значит, дальше как дело происходило. Вот он такой, вот он был человек. Вот он родился в этой большой бедной семье. И вдруг начало оказываться, что именно с его появлением начали получаться какие-то творческие идеи. И был, судя по рассказам людей, наверное, это все-таки подтвержденная информация, сомневаться в ней мы не будем, был очень деспотичный, злой, агрессивный папа. Сейчас посмотрим, какое было отношение мамы, потому что по разным источникам либо она этого папу поддерживала, либо она была молчащей совершенно конструкцией, которая против папы идти не могла. Либо она была очень заботливой, внимательной и поддерживала детей тихонечко за спиной у, значит, этого громогласного отца и всячески компенсировала его такое отношение. Вот давайте посмотрим. Майкл и его семья. В семье он ближе всего был, я так понимаю, со своей сестрой Латоей, потому что у них там разница в возрасте была минимальная, они подходили очень друг к другу по интересам, а остальные его братья, они были, ну и сестры, были сильно старше, и там как-то общение не сильно сложилось, поэтому давайте посмотрим взаимоотношения отца, матери и Латои. Будем смотреть так, как относился отец
к Майклу. И как относился Майкл к отцу, как относилась мать к Майклу, и как относился Майкл к матери, и как относилась сестра Латоя, и как относился Майкл к своей сестре. По жизни в целом папа видел ребенка звездой, строил из него звезду, растил из него звезду, планы очень грандиозные были на этого человека. А у Майкла было ощущение, что только денег от него и надо. Так, если по-быстрому и по основным значениям, по самому главному, что бросается в глаза. Мама относилась к Майклу как вот такому человечку, который в облаках витает. То есть она, наверное, про него что-то знала, что он какой-то особенный, знала, что он с фантазией, знала, что он витающий в облаках, что он с такой с иллюзорностью, что он может быть, не сильно логичный, да, не сильно понимает, что происходит. Вот какие-то воздушные замки у себя в голове строящие. Она, грубо говоря, поддавалась под это ощущение, потому что у нее тоже были соответствующие воздушные замки в голове относительно Майкла. Наверное, были мечты, наверное, были фантазии, наверное, было представление о том, что вот правда, этот ребенок какой-то особенный, может привнести какое-то разнообразие, какой-то интерес и какой-то, может быть, даже она не права была, может быть, она вкладывала, поскольку в «Семерке кубков» у нас много иллюзий, не в смысле фантазии, а в смысле ошибочности мнения. Может быть, у нее какие-то были планы, которые не осуществились, и она слишком много от него хотела или видела, что, ожидала, что он проявит себя как-то по-другому, не так, как в результате получилось. Между чем и чем он здесь у нас? Вот он опять, это жертвенность. Смотрите, с мамой не очень сильно определился. Видимо, она спокойней, более открытой, более эмоционально с ним общалась, потому что если папа четко был настроен на финансы, и Майкл это видел, Майкл это понимал, что папе ничего, кроме денег, от него не надо, то в общении с мамой какой-то был, даже не скажу баланс, а какой-то выбор постоянно стоял. Она денег все-таки от меня хочет, или она любит меня сильно, или я ее люблю, или все-таки я хочу ее поддержать каким-то образом. То есть вот это вот какая-то нестабильность какая-то, и она материальная, и хочется и окружение создать. То есть я для мамы как? Я ей дом покупаю, денег даю, на одежду много денег даю. То есть она у меня красивая, она у меня вся такая ухоженная, и вот это вот все. Или у нас просто эмоциональные отношения, или мы можем поговорить, или я могу с любым несчастьем к ней зайти, посоветоваться, и вот не понял он внутри себя, возможно, потому что мама тоже, да, в облаках витала, может быть, такое и отношение было, что она не совсем в реальности, и, соответственно, не совсем реальные советы может дать. То есть вот ты, например, приходишь жаловаться на то, что опять на меня папа накричал, опять меня побил, опять там что-то, она, ты же понимаешь, на самом деле он тебя любит, просто он очень сильно заботится, там вот еще что-нибудь. То есть такая какая-то не очень реалистичная позиция, которая вроде заботливая, а вроде и не поддерживает. Вот такое какое-то непонятное было отношение с мамой, но в принципе достаточно не конфликтное. Латоя. Надо мне сейчас обобщать эту сестру как самого близкого человека из семьи или как часть этой семьи? Это был близкий человек, действительно. Это был источник эмоций уже наконец. Нету монет, да, нету денег, нету желания обогатиться за счет Майкла, нету по десятке жезлов есть желание взгромоздить на себя побольше и тянуть, потому что ты то ли должен, то ли очень хочешь, то ли тебе прям надо очень сильно. То есть какая-то тяжесть и напряжение в этих отношениях все-таки было. Возможно, давайте посмотрим по его личной инициативе. Вот вам и деньги опять. Как бы не хотела я из этой стороны уйти, вроде как опять заставляли, все равно в сторону семьи зарабатывание денег было очень сильно направлено. То есть они на себя одеяло все тянули. Абсолютно все. Папа в открытую об этом говорил, что, дескать, зарабатывай деньги, ты нам должен.
Мама как-то витиевато вокруг этого ходила и говорила, что, может быть, не сильно денег нам от тебя надо, я тебя, конечно, люблю любым, и все замечательно, но когда ты работаешь и приносишь денег, прямо мне хорошо, тебе хорошо, и видишь, какие у нас замечательные отношения, и вот это вот все. И сестра опять тоже. Это были какие-то чужие мысли, какое-то отсутствие с его стороны инициативы или возможности сопротивляться тому, что на него навалилось очень много финансовых обязанностей. Он как вот локомотив такой был, который тянет это все, ведет на себе, и как будто весь груз ответственности на него был навален. Он этот груз осознавал, к сожалению, да, он понимал, и у него не было никакой возможности этому сопротивляться совершенно. Бедный, несчастный ребенок. Хорошо. И вот он с этим отношением начал первые шаги проявлять себя в шоу-бизнесе. И в тот момент, говорят, и по воспоминаниям, две основные женщины в его жизни, которые произвели на него большое впечатление, которые очень сильно повлияли на его будущую жизнь, которые давали ему много советов, от которых он многому научился и которых он там всю свою жизнь любил, боготворил и всячески благодарил, были Дайана Росс и Элизабет Тейлор. Две женщины, которые очень сильно и его любили, и он тоже им отвечал благодарностью. Давайте посмотрим эти взаимоотношения. Как относилась Дайана Росс к Майклу и как он относился к ней. И то же самое про Элизабет Тейлор. Как она к нему относилась и как он относился к ней. Ну, смотрите. Значит, Дайана Росс в нем рассмотрела талант и возможность вот этого самого продвижения. То, что этот человек будет двигать, то, что этот человек переведет нас в какую-то новую эпоху. Она прямо увидела это стремление и движение, что ли, возможность этого движения во что-то новое. Очень сильно его на этом пути поддерживала, что выражается в десятке монет, всячески. То есть она его там, насколько я знаю, и дом им купила, и перевезла их куда-то, и всячески помогала финансово. Только работай, только проявляйся, только пусть из тебя творчество выходит. Вот все твои страдания, переживания на меркантильном таком финансовом уровне она закрывала полностью, чтобы ничего не мешало, потому что есть потенциал продвинуться, есть какие-то горизонты совершенно, как сказать, неограниченные, огромный, широкий такой веер, вот 180 градусов, в какую сторону ни подвинься, везде тебе хорошо, везде тебе надо, все у тебя получится. Она очень рассмотрела в нем возможности и потенциал. А Элизабет Тейлор для него вообще, видите, была императрицей. Она для него была, наверное, заменой матери, если у него мама такая была нерешительная, неактивная и не очень на его сторону направленная, да, которая разорвалась, может быть, между мужем и детьми, между любимчиками в семье, может быть, она была не очень активная, энергичная. У Элизабет Тейлор с активностью и энергичностью проблем не было вообще никаких. Вот она была королевой жезлов. Яркая, с возможностью проявить себя, с желанием проявить себя, не скупящаяся на слова резкие, например, говорившая правду, скорее всего, очень сильно повлиявшая на него, заменившая ему практически мать, очень много ему давшая, очень ставшая для него большим авторитетом. Я думаю, что в какой момент она не скажи какую глупость, он поверит просто, потому что невозможно не верить такой женщине. Она столько дала, она так много знает, она так много для меня делает. Это было просто благоговение какое-то, да, перед императрицей. Это как, практически как перед богиней. Была бы королева, была бы просто очень какая-то важная женщина, авторитетная, сильная, да, выше тебя по социальному статусу, например. Но императрица – это практически богиня, то есть ты на нее вообще смотришь, не понимаешь, как это работает и как тебе это счастье каким-то образом досталось. Пока карты подтверждают все то, что я про него знаю, замечательно. Дальше он начал, значит, активность свою проявляться, рос каким-то образом, стал тем самым Майклом Джексоном, супер-мега выдающимся, как мы его знаем. В какой-то момент у него там был просто скачок какой-то феноменальный, потому что было что проявить.
А потом он подрос, и ему велели встречаться с девушками. Прям-таки велели, я настаиваю на этом. Я думаю, что если бы его оставили в покое, то, может быть, он и не встречался бы с девушками, сидел бы себе в студии, работал бы, и, может, ему это и не надо было. А вот давайте посмотрим, надо ему было вообще встречаться с девушками и зачем для него. Ну, хотелось, да. Хотелось человека рядом, который проявит заботу, внимание и чувство. Да? По 5 кубков не хватало эмоций. Или все те эмоции, которые он воспринимал как правильные, в какой-то момент пришло в голову осознание, что это не совсем то, что они называют любовью, это на самом деле не любовь. То, что они называют заботой, вот как они обо мне заботятся, это на самом деле не забота совсем. Я хочу другой заботы, я хочу другой любви, я хочу другого отношения. Да, окей, хорошо, человек ему в жизни захотелся. И вот он пошел этого человека искать. На публичный взгляд он пошел искать этого человека среди женщин. И была у него... Как же ее звали? Вспомнила, звали ее Брук Шилдс. Так вот, он сначала был красивый, публичный, но короткий роман с Брук Шилдс. Потом он женился на Лизе Мари Пресли. А потом он еще в конце женился, я так понимаю, официально они отношения свои зафиксировали. Это была Дебби Роу, которая рожала ему детей. Собственно, для детей этот брак и был. Но мы сейчас посмотрим, то есть люди говорят, да, это официальная такая точка зрения, что ради детей этот брак был заключен. Давайте посмотрим взаимоотношения с этими девушками. Майкл и Брук Шилдс. Брук Шилдс и Майкл. Лиза Мари Пресли относительно него. И он относительно Лизы Мари Пресли. Сразу спрошу, чего боялся. Понятно. И Дебби Роу в конце. Майкл, что о ней думал. Надеялся. Надо же. И детские карты не выпадают. Смотрите, Брук Шилдс. Внезапно что-то случилось, накатилось, навалилось. Даже он не ожидал. Просто увидел, наверное, красивую девушку. Просто очаровался, просто ничего не значило. Тут я какой-то большой влюбленности не вижу. Красивая, самодостаточная, такая статная, интересная. Могла бы из этого получиться картинка. То есть это можно даже как пиар-роман, да, какой-то рассматривать, потому что вот они как-то чисто внешне друг к другу подходили. Внешне и, как сказать, по статусу, по социальной какой-то картинке. Она была красивая, длинноногая, вся такая, с бровями с этими. И он сейчас вот восходящая звезда у всех на виду, на глазах. Вот это вот какая-то внезапная встреча, которая переросла. Он, конечно, ею восхищался, как восхищался, он ее заметил, она ему нравилась, она была красивая, он ее замечал, но каких-то глубоких чувств я здесь не вижу. Дальше у нас была Лиза Мари Пресли. Почему? Потому что заставили, я подозреваю. Потому что им обоим сказали, что было бы замечательно это сделать. Объединение капиталов, объединение фамилий. Это было бы очень статусно. Это бы очень сильно отразилось на будущем благосостоянии. Не только финансовом, но и в целом. То есть если у вас вот объединяете кланы, у вас получается одна большая такая хорошая конструкция. Тебе все равно жениться надо. Но женись на этой, это принесет в твою жизнь больше стабильности, больше уверенности, больше каких-то перспектив на будущее. Вроде как такой был план. Но ему это не очень сильно нравилось. Я помню его разнообразные интервью на тему того, что он-то в нее влюбился, и он-то хотел от нее эмоций каких-то. Но что-то вот так много народу было вокруг, и так все постоянно лезли в эту личную жизнь, что не получилось, не срослось. Хотя на эмоциональном уровне очень хотелось объединиться, и, может быть, даже получилось, потому что вот мы два одинаково несчастных ребенка. Она меня прекрасно понимала, потому что она примерно в той же самой среде воспитывалась, у нее примерно те же самые эмоции. Здесь я этого не вижу.
Здесь я вижу, что он этого союза прям-таки боялся. Почему боялся? Потому что заставляли, потому что это был какой-то грандиозный план, который, ну вот ему навязывали, ему прям сказали, что это должно быть так. Она, может, чуть легче на это согласилась. У нее, может быть, тоже были, мы сейчас не на нее раскладываем, но, может быть, у нее тоже были какие-то внутренние, как сказать, мотивации, да, для этого общения. Но у него в общении нету никакой эмоции к этому направленной, даже не то, чтобы очень сильно этого хотел. Просто пришло время и просто пришли люди, которые сказали, что это будет логично, это будет правильно. Двойка монет, может быть, это будет какое-то поддержание финансовой стабильности. Может быть, тогда у него уже были какие-то качели. Может быть, ему как раз правду говорили о том, что объединение с этим могучим кланом каким-то образом подтянет тебя в будущем к большей стабильности и к большей, как сказать, удачливости или, может быть, к перспективам более. Но опять же, я вот здесь, например, чувств не вижу ни с той, ни с одной стороны. Это какая-то прагматика очень. И Дебюро у нас, которая по моим картам, я не знаю, как было на самом деле, по моим картам напрыгнула на него из-за угла. И это была ее инициатива. И это она везде там просачивалась, каким-то образом пробилась вообще перед ним появиться. Потому что, возможно, не будь она такой активной, не будь она такой энергичной, не было бы у них возможности вообще встретиться. То есть как будто бы разные круги были, как будто бы не эти двое должны были встретиться. Она проявила массу инициативы, проявила массу активности, общалась с огромным количеством людей, через огромное количество голов передвинулась вот в сторону этого самого Майкла, значит, Джексона, который здесь у нас паж жезлов, который, у него было желание, да, он женился на девушках, потому что ему нужна была, во-первых, родная душа рядом, во-вторых, какая-то социальная стабильность, и в-третьих, дети. Желания эти были, он их осознавал, он этого хотел. Но в данном случае здесь, по пажу жезлов, он не проявлял вообще никакой инициативы. То есть желание есть, и тут вдруг появляется яркая, активная девушка, которая сама себя прям-таки предлагает. Ну, значит, соглашаемся. Но потому что сам он ничего не будет делать в эту сторону, и ему, как все равно опять, все равно, она это будет или кто-то другой, просто потому что подошло время и просто потому что он совершенно безинициативный в эту сторону человек. Он, может быть, по профессии был очень настойчивый и очень четко уверенный в том, что он хочет, и он там, говорят, прямо когда концерты они делали или когда танцы какие-нибудь репетировали, он прям жесткий был, потому что надо было ровно так, как он сказал, миллиметр в миллиметр, секундочку в секундочку, и прямо рвало металл, если у кого-то что-то не получалось. В личной жизни, с точки зрения проявления каких-то активностей, с точки зрения проявления вообще своих желаний, ноль было вот этого всего. Но подвернулась, ну вот так вот удачно она подвернулась, да, действительно подходящая женщина. Это был план, это была идея какая-то резкая, активная, такой, да, почему нет? Потому что чего-то не хватало. Чего не хватало? Опять ощущение того, что рядом будет человек, может быть, уже и детей начинал хотеть, они же в результате начали делать этих детей. Вот чего-то не хватает, какое-то общее ощущение неудовлетворенности, когда все надоело уже, все, что есть, у меня уже есть. Дальше оно никуда не движется, хочется чего-то нового, не могу понять, чего хочется нового, вроде время подошло. И тут вот эта вот активная, энергичная женщина, которая предложила себя и удачно, значит, встряла вот в это пустое пространство, которое свято место пусто не бывает, да, когда у человека есть какое-то желание, а ты соответствуешь этому желанию очень сильно. Прям прочувствовала, поняла, в какой момент это нужно делать, с каким усилием, и прям прорвалась туда через все его обороны. Снова не то чтобы по большой какой-то кристальной чистой любви, и не с первого взгляда эта вспышка произошла. Просто она этого очень сильно хотела и добивалась, а он согласился, потому что да, почему нет, других возможностей у меня все равно нету, а вдруг от этого станет лучше. Так получается. Дальше ли? Дети у него рождались. Скажите мне, пожалуйста, я знаю про двух. Сколько у него в результате детей? Двое или почему-то хочется сказать трое? Точно знаю про Пэрис и точно знаю, что есть мальчик, по-моему, принцем его назвали. Точно знаю, что мальчик, но не знаю, как назвали. И точно знаю, что девочка, которая Пэрис, да.
Давайте посмотрим, какой он был отец и какие у них были взаимоотношения. Чуть детишки про него думали. Как детишкам вообще жизнь вокруг такого отца. Господи, я не уверена, что у меня телефон выдержит такой длины видео, но будем надеяться, что памяти хватит и что батарейка не сдохнет раньше времени. Давайте посмотрим. Майкл Джексон и его личные вот биологические дети. Пэрис и пока вот этот принц. Разложу на двух, потому что про третьего не уверена была. Майкл и Пэрис. Ой-ой-ой. И как Пэрис к нему относилась. Что не так? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну хорошо. Принц. Майкл к принцу. И принц к Майклу. Ну, с мальчиком попроще. Мальчик второй был, да? Он вроде как уже знал, что надо делать. Если это так, я не знаю. Но по картам выглядит так, как будто если мальчик был второй, то к нему отношение было гораздо более спокойное. Майкл уже был уверен в своем положении, он уже знал, как это делается. Мальчик его воспринимал, ну, соответственно, как императора. Это свет в окошке, это вообще все, что в твоей жизни происходит. То есть там решались все проблемы, там выполнялись все желания, там давалось все, что не захочется. У мальчика было хорошее. Папа был, если твой папа император, он может быть добытчиком, он может быть решателем любой твоей проблемы. Он может все. Ты можешь у него что угодно попросить. Для него нету слова «нет», например, да? То есть он может это все сделать. Но, с другой стороны, он может быть строгим, он может быть отдаленным, его может не быть рядом постоянно. Это абсолютно не мягкие, не такие незаботливые взаимоотношения. Это не тот человек, который сядет и прочитает тебе книжку на ночь. Это вот какое-то такое вдалеке, очень ответственная, очень решительная, очень такая защитная стена вокруг твоей жизни, то есть вот комфортное состояние и абсолютно вот всю обстановку вокруг тебя он тебе обеспечивает, у тебя совершенно вот золотая клетка просто. Не только с финансовой точки зрения, просто вся жизнь устроена, просто у тебя никаких проблем вообще нету. Любое желание, любой каприз, любое вообще твое проявление, все что угодно ты можешь делать, потому что у тебя за спиной стоит папа-император, который поддержит, поможет, оплатит, решит и вот это вот все. Но какой-то глубины эмоциональной, какой-то чуткости, любвеобильности какой-то или эмоциональности какой-то не было. Что тут у нас с Пэрис происходит, меня просто-таки удивляет. Его отношение к Пэрис. Она к нему достаточно равнодушно и нормально, спокойно относилась всегда. Ну вот, насколько равнодушно можно относиться к солнышку. Да, это яркий человек, да, он внезапно в твоей жизни появляется, приносит радость, счастье, удачу, какие-то подарки, как-то постоянно сияет, мерцает. Ну, как бы спокойно она относилась. Хорошо, что он есть. Не то, что вот тоже большая какая-то любовь, там богопоклонение какое-то, и жить она без него не могла. Они, судя по всему, были такие отдаленные дети, потому что там, скорее всего, были всякие разные няни, и как-то он, наверное, не очень активно участвовал в их жизни, вот опять же, с эмоциональной точки зрения, да, с физической, с какой-то. Хотя был вот таким вот для одного императором, для другого солнцем, ярким, приносящим, обеспечивающим, и вообще очень хорошо, что я родился именно в этой семье, именно у этого отца. Его отношение к этому ребенку очень смущает, очень смущает. Снова какая-то, как все равно она не оправдала его надежд. Как будто бы у него было, опять же, такое детское инфантильное ощущение, что если у тебя родится ребенок, то вы будете уже вдвоем. Да, как будто это, если это часть тебя, то это продолжение тебя, дополнение тебя и, так сказать, заполнение всех твоих пустых пространств и каких-то вот пазлики, чтобы сошлись, вот так вот получится. Если у тебя есть ребенок, то будет полноценное такое именно эмоциональное. А здесь не получилось, потому что родился ребенок, а ты все равно один, а все равно любви этой ты не чувствуешь, а все равно есть какое-то давление ответственности, какое-то давление, нужно что-то решать, нужно что-то делать, нужно с кем-то договариваться, может какое-то сопротивление было
на тему, не было ли у них каких-нибудь споров или договоренностей таких вот документальных на тему опеки, например. Может быть, и это как-то повлияло. То есть как будто бы это не родной твой вот этот кусочек, вот это сердечко, которое ты к себе прижимаешь, как вот мягкую игрушку свою самую любимую, и она тебе как будто успокоение какое-то дает, и да, тепло немножко, заботу какую-то внутреннюю, как будто бы от этого ребенка он этого не добился. Или не получилось так, как он хотел. Я не знаю, что он для этого делал, ли он что-нибудь. Он, наверное, думал, что надо просто родиться, и он такой, все, я в нее влюбился, жить без нее не могу. А может, этого не произошло. Может быть, вот так вот родился ребенок, и все, ты пошел решать там купить памперсы, найти школу, где она будет жить, кто у нее будет няней, вот это вот вся навалилась, все какая-то новая ответственность, новые какие-то движения, новые люди, новая какая-то движуха в жизни на эту тему появилась, а эмоций не добавилось. И расстройство от этого расстройства, разочарования по тройке мечей, как все равно нарушенные надежды какие-то, не вышло у него с этими двумя детьми. Но дети к нему хорошо относились. Он, по крайней мере, то, что он мог им давать, он им давал. Замечательно, хорошо, наверное. Какой у них сейчас, по прошествии времени, наверное, достаточно позитивные остались мысли на эту тему об отдаленном человеке, который всячески тебя обеспечивал, давал тебе все, что ты хочешь. Вот папа был таким солнцем приходящим. Приходил, озарял, давал, кучу подарков, кучу везде возил, какой-то Диснейленд построил, вот буквально выйдя из дома, тут же у тебя все есть, что тебе надо, а потом опять куда-нибудь пропадал, опять его где-то долго не было, и вот такое вот было отношение. Ну, достаточно спокойное и уравновешенное. Давайте посмотрим историю с другими детьми. Вот этот его Неверленд, вот этот его какой-то там контактный зоопарк с тиграми и прочими разными обезьянами, жирафами. И что он там, какой экзотики только себе не напривез. Это его желание постоянно общаться с маленькими детьми. Оно на чем было основано? Это его инфантилизм, это его детскость, или это его какие-то извращенные фантазии, или он понимал, что происходит, или он не понимал, что происходит. Майкл Джексон и дети. Эти разнообразные, новые, другие, чужие дети, которых он к себе притягивал. Что он делал? Зачем он это делал? И чего он хотел добиться? Зачем он это делал? По семерке жезлов ты же защищаешь свои какие-то достижения бывшие. И так вот встаешь в какую-то такую глухую оборону того, что у тебя уже есть. Паж жезлов — это, да, маленькие дети, какой-то инфантилизм, какой-то детскость проявленная в желаниях, в ощущениях. Что он делал, что он хотел, зачем, и чего он хотел добиться. Что он делал, зачем он это делал и чего он в результате хотел добиться. Хотел построить. Я думаю, что он строил то, как он это говорил. Он хотел построить какое-то место, в котором можно чувствовать себя защищенным, в котором можно чувствовать себя, можно проявлять себя, в котором можно выполнять любые желания. Потому что ребенок в душе есть. Что он делал? Он был ребенком. Он проявлял свои желания детские. Он хотел чего-то. Он хотел построить работающую какую-то схему, которая будет помогать человеку быть ребенком. Детям продолжать быть ребенком и его возвращать в это состояние, потому что ребенком ему быть было максимально комфортно и привычно. По всем предыдущим картам у нас получалось, что никакой взрослости, никакой ответственности он на себя не брал, никаким образом, кроме туловища, у него в мозгах ничего не выросло, не возмужало, да, не помудрело. Оставался внутри маленьким ребенком, который продолжал хотеть, продолжал выражать свои какие-то инициативы, эмоции. Очень хотелось построить какое-то место, в котором можно этим ограничиться. Вот за забором этого Неверленда была какая-то другая жизнь, в которой ты становился ребенком. Очень хотелось построить эту штуку, чтобы это работало для него, чтобы это работало для других детей, чтобы это вообще была такая вот, как Диснейленд построили, и теперь он всем приносит одинаково ровно то, что от него хотят, и то, зачем туда люди едут. Пока ничего плохого и ничего криминального. Давайте посмотрим. Я не знаю имен этих мальчиков. Но были два мальчика, которые под конец уже совсем подкосили, значит, здоровье и эмоциональное состояние этого бедного несчастного Майкла.
Кстати, про пластические операции хочется спросить, что-то в голову пришло. Так вот, про мальчиков. Был, значит, этот суд, в котором они его обвинили. И фильм они сняли, в котором они его обвинили. А потом что-то начали отказываться от своих обвинений. И это уже, по-моему, после смерти они такие: мы вообще не этого хотели и не в могилу его свести. Так вот, эти два мальчика, правду ли они говорили, действительно ли было то, в чем они Майкла обвиняли? Какие у них были взаимоотношения с Майклом? Давайте вот. Да, прям сразу. Майкл и вот эти вот дети, которые его обвиняли. И дети, которые обвиняли Майкла. Почему? За деньги, твою мать, за деньги. А он... Да ну нет же. Да ну нет же, не было ничего такого. Не было ничего такого. Не было, вранье это все. Ну, вроде как хорошо даже. Я так немножко, у меня усы взмокли, потому что я переживала. Я здесь вижу, скажите мне, что вы здесь видите, если где-то здесь сказано, что он молестил этих маленьких детей и что все их обвинения правда, я готова выслушать в комментариях. Давайте, я даже спорить не буду. Если вы мне расскажете, как прочитать эти карты в отрицательную для Майкла сторону, welcome, я с удовольствием послушаю. Я здесь вижу, что движение Майкла к детям было искренне направлено. Оно было активное, оно было энергичное, он очень хотел этих взаимоотношений. Да, он к ним стремился, да, он сам звал этих детей в гости, да, он сам их откуда-то выбирал, он их где-то находил, он сам проявлял в кои веки раз уже, наконец, инициативу для того, чтобы найти ребенка, которого заманить, заманить к себе в этот самый Неверленд. Почему? Потому что ему это нравилось, потому что он хотел, потому что со стороны любви было: я хочу это сделать для детей, я хочу быть наставником, я хочу им показать, как это будет, я хочу им раскрыть этот мир, я хочу сделать этим детям хорошо, приятно, чтобы они поняли, как это бывает. Может быть, за счет компенсации того, что в детстве у него не было. Если бы у него в жизни появился такой Санта-Клаус, который пришел, задарил его подарками, подарил ему Неверленд, свозил его в Диснейленд и все-все-все для него сделал, да это бы кардинально поменяло и его состояние, и его характер, и его харизму, и вообще жизнь бы повернулась совсем другим образом. Он хотел это сделать для детей, искренне совершенно, по зову сердца. А дети решили, то ли сами, то ли взрослые за них решили. Вот это был план какой-то грандиозный. Заработать с него денег. Ну что я могу еще здесь увидеть? Где здесь какая-то большая любовь или искреннее совершенно разочарование в том, что они общались? Это план был какой-то. Они специально это делали. Хорошо сделал тот человек, который потом признался в том, что это все было вранье. Кто не признался, над тем вот этот вот дамоклов меч до сих пор висит, потому что, карма страшная штука, оно когда-нибудь вернется к тебе обязательно, это прям некрасивая история. Нету здесь, не врал он, не было этого, честно. Вот он как был ребенком, так ребенком и остался. И искренне вот это, хотел поделиться этими своими эмоциями или компенсировать в себе отсутствие эмоций. Может быть, это была меркантильная совершенно история, не меркантильная, а забыла слово, когда он для себя это делает, да, эгоистичная какая-то история. Может быть, он не то чтобы очень сильно открыто и совершенно без таким вот бессеребренником, да, таким вот, может быть, он и не был таким вот человеком, который вот как князь Мышкин прямо все совершенно искренне и совершенно без задней мысли раздать и сделать всем счастье, радость, удовольствие. Может, он для себя это делал, я не спорю. Может быть, он в себе компенсировал отсутствие эмоций, может быть, он в себе компенсировал отсутствие счастливого детства. Может быть, он для себя все это делал, организовывал, собирал вокруг себя детей, чтобы ему было весело, интересно, и чтобы, наконец, прожить вот эту вот, да, историю заново, закрыть все свои там какие-то кармические или там гештальты всякие разные, которые, если ты проживаешь эту ситуацию заново, то тебе вроде как легче становится в терапевтических каких-то целях. Может быть, я не говорю, что он был прям весь такой в белом пальте, но, по крайней мере, агрессии какой-то, каких-то коварных планов, какой-то сексуальной активности. Да, не дай бог, я здесь не вижу ничего этого. А дети некрасиво себя повели. Так вот, мне кажется. И тем не менее, вся эта история добила человека до состояния
зависимости от медицинских препаратов, зависимости от там какого-то обезболивания. Сколько он весил килограмм на вид, наверное, 25-30. Он такой тощий был в конце, как будто бы просто его там должны были на руках носить, потому что только на костях это все и держалось. Довел в результате себя и какими-то неудачными манипуляциями, то ли доктор сам, может, посмотрим, доктор сам виноват, или это идея Майкла была, или что. В общем, случается тот укол драматический. Да, это самая ситуация, которая привела к тому, что люди все считают гибелью Майкла Джексона. Давайте сначала посмотрим, возвращаясь к его пластическим операциям, зачем это ему было, что он хотел изменить этим, делал ли он, странно спрашиваю, делал ли он пластические операции, да, потому что очевидно ответ. Но зачем он это делал, чего он хотел добиться, зачем он делал пластические операции, чего он хотел добиться? Ну, смотрите, ему не нравилось, как он выглядит, и он считал, что если он сделает операцию, то у него все гораздо лучше и по-другому пойдет. Вот прям так. Даже семерка мечей меня в данном случае никак не смущает. Как будто бы он искренне верил, что эти пластические операции улучшат ему будущее его состояние. Как будто бы вот ему искренне не нравилось, как будто бы был вариант такой, как будто бы когда у тебя есть деньги, и тебе сильно не нравится, как ты выглядишь, можно что-то с этим сделать, а можно продолжать не любить свое отражение в зеркале. Он выбрал сделать с этим что-то, попробовать достичь того, что ему может понравиться в результате. Как будто бы это принесет ему больше активности, как будто бы он сможет больше двигаться, как будто бы, когда ты утром встаешь, смотришь в зеркало, видишь себя в том виде, который тебе не нравится, тебе уже идти никуда не хочется, потому что ощущение, что люди смотрят, пальцем показывают, гадости о тебе думают, вот это вот все. Ты исправляешь какой-то свой фло, да, какой-то свой изъян, да, небольшой, если это пластически можно изменить. И дальше ты более уверенно себя чувствуешь и уже с легкостью выходишь на улицу и уже с легкостью смотришь на людей, которые мимо тебя по улице идут, потому что точно знаешь, что если они оборачиваются, то только в восхищении, да, а не для того, чтобы показать на тебя пальцем и подумать про тебя гадость. Вот как будто бы это какая-то внутренняя была неуверенность, и как будто было искреннее такое, опять же, детская такая позиция была на тему того, что если я это исправлю, то мне существенно легче сразу станет. Ну, делал и делал. Значит, он так думал, значит, он просто очень сильно увлекся, потому что сильно ему не нравился он сам, и сильно ему не нравилась его внешность, или сильно он был, как сказать, обуят той идеей, что лучше, активнее, энергичнее у него в жизни, в профессии, в отношениях будет получаться, если у него нос будет другой и, там, я не знаю, брови повыше. Как будто бы он так думал. Это обезболивающее или что он там себе делал? Или он снотворное себе делал, он успокоиться, поспать хотел? Вот эти взаимоотношения с медицинскими препаратами. И этот роковой, значит, укол. Был там доктор, который поставил ему этот укол. Говорят, оправдывался он так. Я, кстати, не знаю, чем суд закончился, обвинили его или оправдали, или что там с ним произошло. Но точно знаю, что, конечно же, был суд, потому что врача начали обвинять во всех смертных грехах, и что он специально это сделал и передозился, и, наверное, ему кто-то заплатил. Ничего про это не знаю, но предположения были. Были предположения, что Майкл очень сильно просил этот укол, то ли ему уснуть надо было, то ли успокоиться, то ли больно ему было. Я не знаю, что это был за укол, какой он был. Но как будто бы ему сделали этот укол, вот сколько можно было, а он потом начал просить еще и еще, что, дескать, не работает. А врач говорит, нельзя, передоз будет. А он такой, нет, все-таки делай, потому что явно вот этого количества мне не хватает, сделай еще. И то ли сделал потом сам себе еще такой же за спиной врача, то ли все-таки уговорил этого врача сделать. Какая-то мутная история на самом деле. Давайте посмотрим вероятности, может быть, да? Для начала, сам ли Майкл захотел. Было ли это его желание покончить с тяжестью существования? Для начала. Было ли это желание Майкла покончить своим существованием? Была ли это случайность? Случайность какого рода? Никто этого не хотел. Ни Майкл не думал, что так произойдет, ни доктор не думал, что он что-то плохое делает. Вот просто случайная случайность, какая есть.
Была ли это инициатива доктора непосредственно? Специально ли он, зная, что этот укол может принести неприятные последствия, специально это сделал? Значит, самовыпил. Случайность. Инициатива доктора. Даже по главным аркадам. Случайно получилось. Давайте выяснять, почему это случайно случилось. Как все равно это был единственный выход из данной ситуации. То есть такой случай случился, что если вы сделаете вот прям столько, то единственный результат из этого будет остановка сердца. Как будто бы это был не так, что можно было это как-то исправить. То есть вот прям такое там было количество этого, как сказать, этого медицинского препарата, что другого варианта просто не предусматривалось. Это был единственный логичный выход. Вот этот случай случился. Давайте посмотрим. Майкл хотел так много или просто доктор ошибся? А вот здесь я не буду уповать на главность аркана. Майкл хотел ровно столько, сколько ему надо для того, чтобы успокоиться, чтобы лекарство подействовало. Он не врач, он в этом не разбирается. Ему надо было, чтобы этот медицинский препарат возымел действие. Вот ровно столько, сколько надо. Больше не надо, передозироваться не обязательно. Дайте столько, чтобы вот голова прошла, да, обезболивающего. Мне дайте столько, чтобы перестала болеть. А вот здесь вот и колюще-режущие, и желание доказать себя, и преодоление каких-то сомнений, что ли. То есть здесь как будто по второму кругу, что ли, он. Смотрите, да, и сердце не выдержало, и сам тоже разочаровался потом в этом своем мнении, как будто бы малыми дозами пытался. Или как будто бы идея была о том, что а ну-ка сделаю я вот сейчас по-другому. То есть Майкл постоянно такой: сделайте мне, чтобы у меня перестала болеть голова, сделайте мне, пожалуйста, вы же доктор, сделайте что-нибудь. Дайте мне вот то лекарство, давайте намешаем этот коктейль, давайте я его виски запью, что-нибудь сделайте, чтобы у меня перестала болеть голова. Не осознавая и не понимая, что из этого может произойти, да, что где-то у этого есть какой-то переходный этап, после которого нету возврата. И вот этот вот доктор, фантазируя на тему того, как можно это сделать, перестарался, перемудрил, да, по мечам мысль какая-то у него возникла. Может, он хотел что-то новое попробовать, может быть, он представил себе в голове какую-то комбинацию, что а если я сейчас и это работает, а ну-ка я их объединю и одним большим коктейлем туда мы это попробуем. Какой-то эксперимент, что ли, это был, или какая-то его мысль, его уверенность в том, что и так тоже должно сработать, потому что все предыдущие разы, ну не то чтобы работали, но просто он же выходил из этих ситуаций. Это же не первый раз, когда Майкл к нему обратился за лекарством от головной боли. То есть и это по нарастающей шло, там постоянно шло увеличение этих препаратов, там очень большой коктейль какой-то у него в крови потом нашли. Опять же, как нашли в крови, если говорят, что он живет на каком-то острове. Но, тем не менее, взяли у него кровь, выяснили, что там огромное количество каких-то совершенно препаратов, которые, может быть, даже и несовместимы между собой, а может, совместимы, но плохо. Весь этот процесс происходил между Майклом и врачом. Врач уже пробовал, у него уже были какие-то местечковые одноразовые победы, он уже каждую головную боль каким-то образом побеждал. И в этот раз у него опять возникла какая-то идея о том, что а ну давайте попробуем так, наверное, получится. Я уверен, надо попробовать. Не получилось. То есть это такая прям правда ошибка. То есть вот он не специально это делал, да, это не то, что ему заплатили, не то, что ему это надоело, дай, думаю, я тебе побольше уже тогда вколю, чтобы ты от меня отстал. Нет, он искренне пытался помочь, но перестарался случайно. Очень жаль, перестарался в данном случае. Единственный был выход из этой ситуации, что мне намекает, что выход из ситуации все-таки был. Ну, то есть произошел выход из ситуации. Но и тем не менее, всякие конспирологические теории на тему того, что не произошел выход из ситуации, и что Майкла, значит, положили в мешок и вывезли куда-то, что живет он на каком-то необитаемом острове. Кто говорит, он в Саудовской Аравии живет, где-то в Арабских Эмиратах он может жить, в
каком-то там, значит, в подвале, без окон, без дверей, кто на что карты раскладывал, что ему нельзя, конечно же, на публику, потому что внешность максимально приметная и максимально запоминающаяся. Вот он там, бедный, значит, сидит, прозябает свою жизнь. Но зато с момента выхода, грубо говоря, из ситуации у него повысились очень сильно продажи, поднялись все его заработки, пропали все те долги, по поводу которых ему прогнозировали банкротство. В общем, как дело произошло. В каком сейчас состоянии у нас находится Майкл? Вот прямо сейчас. В каком он находится состоянии? Все у него хорошо. Ну вот. Ему стало легче, ему стало спокойно. Да, это, как сказать, душа успокоилась. Теперь у него все в порядке, у него всего в достатке, он доволен, счастлив после десятки мечей. Новый такой этап, я подозреваю, душевный. Да, душевный. Это просто вот spiritual, что называется, да, такой вот духовный. Наконец-то человек успокоился, наконец-то человек в достатке, наконец-то человек в удовлетворении, наконец-то у него все есть, что он хотел, он спокоен, у него вот это вот, и за спиной у него вот это вот. Вот он к нам пришел сейчас, сфотографировался, показал, как ему хорошо, да, он такой, вот, смотрите, я здесь, вот мы сейчас его спросили, он к нам вышел, и дальше он вот в этот портал с этими размазанными световыми пятнами, вот он туда такой плавно уходит, и там получает удовольствие всю свою оставшуюся бесконечную жизнь, потому что теперь ему наконец-то легко, спокойно и свободно. Я считаю, что эта история закончилась. Никаких островов, никаких Арабских Эмиратов, не за деньги это все было сделано, просто вот, да, теперь человек сделал этот переход в гораздо более лучшее свое существование. Помирился, подружился со всеми своими демонами, все свои страхи, все у него теперь там в порядке, комфортно и уютно. На этой позитивной, надо сказать, ноте, да, я переживала, волновалась, на этой позитивной ноте я с вами прощаюсь. Надеюсь, у вас хватило сил досмотреть до конца. У кого хватило сил, поставьте лайк, я заодно посмотрю, сколько вас. Пишите в комментариях, что думаете. И увидимся в следующих видео. Пока-пока.